Всем привет! Вы смотрите «Мир музыки», с вами я, Данила Буряков, и сегодня у нас в гостях замечательный синтезатор линейки Cassioton CTS-400. Наверняка многие из вас, те, кто уже знаком с младшими моделями серии Cassioton, спросят: где ручка, лишенец? Спрашивали? Отвечаем. Ручка находится на задней части корпуса, и вы можете без проблем носить ваш инструмент с собой. Сам по себе инструмент легкий, компактный. Это по праву наследник легендарной серии. Дело в том, что этот инструмент, он более продвинутый, он предназначен для тех, кто хочет получить хороший звук, для тех, кто хочет экспериментировать со звуком, записывать его прямо в сам инструмент, а также всячески себя развлекать, играть на вечеринках, на природе и так далее. Инструмент оснащен 61 клавишей. Клавиатура, скажу вам сразу, активная. То есть вы можете играть на ней громко, тихо, дозировать динамику безо всяких проблем. Кроме того, акустическая система инструмента для этого класса выглядит очень достойно. Здесь два мощных динамика, направленных в сторону слушателя, и, более того, есть кнопка Surround. Нажимая на эту кнопку, мы получаем мощный, атмосферный, обволакивающий приятный звук. Для синтезатора обычно характерна целая куча кнопок. В Cassioton кнопок, как вы видите, не так уж и много. Дело в том, что для управления инструментом используется интерактивный экран. Синтезатор имеет очень простое и понятное управление. Как вы можете видеть, под дисплеем расположены 5 функциональных кнопок. Функциональные кнопки подстраиваются под меню, которое мы видим на экране. В частности, сейчас у нас настройки тона, настройки тембра. Нажимая кнопку «Ритм», мы получаем настройки нашего аккомпанемента. Как вы видите, это вступление, вариация, заключение и, собственно, кнопка включения самого аккомпанемента. Сами понимаете, он находится у нас в нижнем регистре. Дальше. Воспроизведение песен. Настройки самого инструмента. Педаль, питч-бенд, арпеджиатор и тому подобные примочки. Дальше в правой части клавиатуры находится кнопка «Старт-стоп». Она же запускает аккомпанемент. Кнопка выбора темпа. Мы можем с вами выбрать его с помощью нашего колесика прекрасного, либо просто сделать так. 1, 2, 3, 4, и вот, пожалуйста, 176. И кнопка «Быстрой записи». Нажали кнопку «Рекорд», синтезатор активирует режим записи. Также есть кнопка сохранения настроек, ваших любимых тембров и вариантов аккомпанемента. Ну и выбор основного меню. Тембры и варианты аккомпанемента выбираются с помощью колесика. Собственно, вот здесь одно. Как вы можете видеть, у нас отображается название категории. Мы можем с вами листать категории. Органы, гитары, бас, струнные инструменты и так далее. И можем непосредственно в категории выбирать вариант звучания того или иного звука. Также с помощью колеса вы можете выбирать варианты звучания аккомпанемента. Это может быть как танцевальная музыка. Дальше у нас идет, видите, рок. Потом у нас идут разные блюзовые стили, транс, джазовые вещи. Вот, например, здесь есть даже вот такой вот а-ля фокстрот. И дальше идет традиционная музыка. Босса-нова, самбо, румба и ча-ча-ча. Ну и как любой синтезатор продвинутого уровня, Cassioton оснащен колесиком питч-бенд. Инструмент оснащен очень качественным фортепианным звуком. Причем вы можете выбрать разные варианты его звучания. То есть не только концертный рояль, но и, например, расстроенное фортепиано на Диком Западе. Или, например, фортепиано с резким звуком. Также здесь есть такой замечательный инструмент, как аккордеон. Поскольку CTS-400 оснащен самым навороченным процессором AX, который наверняка уже известен многим по линейке CTX, здесь применяются так называемые динамические сэмплы. Это можно показать на примере гитары. Выбираем обыкновенную гитару с нейлоновыми струнами и нажимаем клавишу очень-очень легко.
Нажимая чуть сильнее, мы получаем более агрессивное звукоизвлечение. А когда мы нажимаем совсем сильно, мы слышим бенд, легкую такую подтяжечку. То же самое касается и бас-гитары. Нажимая легко, мы получаем пальцевый прием игры. А если мы нажимаем сильно, то получаем слэп. Поскольку тембры очень хорошо детализированы, встроенный аккомпанемент, который базируется на этих тембрах, звучит невероятно современно, сочно и качево. Инструмент оснащен функцией записи. Попробуем записать минусовку для игры соло. Нажимаем кнопку Record. Нажимаем Старт-Стоп. Звучат барабаны. 2, 3, 4. Записали партию баса, и теперь поверх нее мы с вами можем играть соло. Расскажу немного про функцию Split. Это очень удобная штука, сам ей пользуюсь. Наверняка многие про нее знают. Это когда мы делим клавиатуру на две части, и у нас звучат два разных тембра. Например, фортепиано и контрабас. Чтобы активировать функцию Split, мы нажимаем на кнопку Split и выбираем пропорцию, в которой хотим разделить клавиатуру. По умолчанию это фа диез малой октавы. Но мы можем это все дело при желании сдвинуть. Функция невероятно удобная, если вы играете в ансамбле, и всегда можете заменить басиста. Далее, здесь непременно присутствует кнопка Layer. Наложение двух тембров друг на друга. В частности, сейчас у нас звучит фортепиано и струнная группа. Можно играть клавирные концерты Баха. Здесь есть кнопка настройки чувствительности клавиатуры. Если кто-то хочет потяжелее, всегда можно это сделать, но это чисто программная вещь. Физически клавиатуру вы никак не отрегулируете. Ну, собственно, как и в любом другом инструменте. На задней панели представлены разные входы-выходы. Начнем слева. Micro-USB. Для подключения к планшету, к телефону, к компьютеру. Можно использовать как MIDI-клавиатуру и так далее. Разъем USB тип А для подключения флешки или адаптера Bluetooth. Подробнее об этом адаптере в видео CTS1. Также инструмент поддерживает приложение Hardana Play. Подробнее об этом в видео CTS1. Ссылка в описании. Дальше обязательно питание, как еще без него. Выход на наушники. Сейчас мы через него пишем звук. Вход для плеера или другого аудиоустройства. Разъем для педали сустейна. И два отверстия для пюпитра. Пюпитр вместе с адаптером и небольшой инструкцией идет в комплекте. Полную инструкцию вы можете скачать с сайта Casio Europa. Поскольку инструмент портативный, он может питаться от батареек. И предусмотрен выбор типа батареек.
Это могут быть обычные солевые батарейки, либо перезаряжаемые аккумуляторы. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, оценивайте, ставьте лайки. Не забывайте про колокольчик и обязательно напишите, что вы думаете по поводу этого инструмента.